Привет, дорогие друзья! Прошло 8 месяцев после того, как мы с Анастасией пообещали вам выпустить видео про контраст, но, к сожалению, со всеми переездами и со всеми хлопотами как-то не было времени. И, наконец, это время появилось. И сегодня я вот подготовил такой яблоко-томат, и на нем я покажу, как я делаю контраст и полировку. Я думаю, это будет многим интересно, особенно начинающим мастерам и, в принципе, всем людям, которые так или иначе любят трубку. Нужно все это довести до ума, убрать следы предыдущей шлифовки. Сейчас мы возьмем 240-ю наждачку, руками все это уберем, перейдем на 400-ю, 600-ю и так дальше. В принципе, сейчас вы все увидите. Потом мы это дело покрасим и будем наводить контраст. На самом деле никаких секретов нет. Используются две морилки буквально и куча наждачек и свободного времени. Так что погнали, давайте попробуем. Ну что, давайте перейдем в привычный формат видео «Говорящие руки». Сейчас я буду использовать 240-ю наждачную бумагу, чтобы убрать следы шлифовки после 150-й. И после этого буду плавно переходить к мундштуку. А для этого я буду использовать шлифовальную колодку тоже с 240-й наждачкой. Сейчас я убираю следы от напильника и довожу толщину мундштука до 4 мм у загубника. Затем в ход идут шлифовальные губки. Я использую 100-ю и 180-ю. Ими очень хорошо подлазить в стык у загубника, и также они убирают все следы предыдущей шлифовки после 240-й наждачки. Необходимо уделить внимание этому соединению, потому что там всегда остаются какие-нибудь царапины, которые будут видны только уже при полировке, и придется все перешлифовывать заново. 360 номером я убираю следы предыдущей шлифовки в галтелях и в скруглениях, после чего необходимо будет прорезать щель и довести загубник до ума. И уже после этого можно начать гнуть мундштук. Мокрую шлифовку я начинаю уже после того, как согну мундштук, так как если гнуть уже готовый мундш, иногда на нем вылазят какие-то неприятные пузыри и черточки, из-за которых все равно потом приходится все перешлифовывать. Ну а пока просто продолжаю доводить все до ума. Морилку я наношу один раз, поэтому нужно убедиться, что форма нас устраивает до момента покраски, потому что потом придется опять все переделывать и перекрашивать. 240 номером я делаю плавное скругление на загубнике и довожу его до толщины приблизительно 5,6-5,8 мм. Дальше в ход снова идут шлифовальные губки. Они позволяют делать плавные скругления и убирают все царапины. После того, как я разобрался с загубником, я снова возвращаюсь к шлифованию трубки. Но теперь я это буду делать не руками, а при помощи виброшлифмашинки. Я снова беру 240-ю наждачную бумагу, но уже на мягкой подложке. Использование шлифовальной машины позволяет добиться очень хороших результатов, так как она работает достаточно мягко и не оставляет практически никаких царапин. При этом она позволяет очень хорошо обрабатывать плоскости и грани, не заваливает углы и сохраняет контур.
Раньше я наносил морилку перед каждым переходом на более мелкую наждачную бумагу. Теперь я наношу ее один раз, как я уже сказал, и при переходе на более мелкую наждачку я просто смачиваю трубу водой. Один темный слой морилки позволяет добиться мне нужного контраста. И к тому же это экономит и морилку, и наждачную бумагу, потому что шлифовать чистую трубу намного быстрее, и наждачка не забивается краской. После 240 номера я использую 400 номер. Конечно, если у вас нет шлифмашинки, можно использовать старый добрый рулончик наждачной бумаги. Главное свернуть его не слишком плотно, чтобы он, так сказать, обволакивал вашу форму и при этом не оставлял глубоких царапин. Но потому как у меня есть машинка, я продолжаю шлифовать ею. Конечно, как вы понимаете, машинкой нельзя залезть в стык между чубуком и чашей, поэтому в этом месте все равно нужно использовать наждачную бумагу. Дальше я использую 600 номер и опять прохожусь в стыке между чашей и чубуком. Необходимо внимательно следить, чтобы там не было никаких царапин, которые могут вылезти после покраски. Такой метод требует некоторой внимательности и хорошего зрения, потому что если вы не заметите следы предыдущей шлифовки, то при покраске они у вас вылезут, вам придется все переделать заново. Возможно, в этом случае лучше, конечно, наносить слой морилки при смене наждачной бумаги. Так вы точно увидите все следы предыдущей шлифовки. Приступаем к покраске. Я буду использовать два цвета. Это черная подложка и рассет как основной цвет. При покраске я достаю мундштук, чтобы не запачкать его и не запачкать торец чубука. Для нанесения морилки я использую обычные ватные палочки. Наношу слой черной морилки достаточно жирно. Она впитывается очень хорошо и формирует основной темный слой подложки. Торец чубука я стараюсь оставить незакрашенным. Но, конечно, если залазишь на него, то уже придется закрашивать его полностью. После покраски даем трубе отдохнуть минут 5, и излишки краски будем снимать водой обычной и ватным диском. После того, как труба снова высохла, наносим тонирующий слой морилки. Я использую для этого рассет. Наношу много-много слоев, это занимает приблизительно 5 минут, пока труба снова не станет практически черной. И опять даем трубе просохнуть минут 5, чтобы морилка впиталась, и убираем излишки водой. Пока труба сохнет, как раз самое время согнуть мундштук. Для этого я использую строительный фен самый обычный и самую маленькую мощность. Главное не перегревать мундштук и трубу, чтобы торец чубука не поплыл или там кольца в мундштуке не отклеились. Ну что, трубка подсохла, и теперь самое время приступить к контрасту. Для этого я снова буду использовать шлифмашину.
и 600-ю наждачную бумагу. Аккуратными равномерными движениями, без особого нажима, я снимаю слой морилки. При этом необходимо не перестараться и не оставлять темных участков. Я не задерживаюсь долго на одном месте, чтобы не перетереть, так как если будут светлые участки, придется всю трубу подгонять под эти светлые участки. Конечно, если остаются темные участки, их потом всегда можно еще убрать. Для того, чтобы посмотреть, что же получилось, достаточно просто смочить трубу водой или спиртом. Но я обычно использую спирт, потому что он просто быстрее сохнет. В том месте, где я уже прошелся наждачной бумагой, проявляются полоски. И наша задача сделать так на всей трубе. Так что берем наждачку и продолжаем. Для того, чтобы наждачная бумага меньше забивалась, я периодически смахиваю пыль обычной сухой тряпочкой. Процесс этот достаточно долгий и медитативный. Не стоит никуда спешить и необходимо действовать аккуратно, чтобы не осталось никаких царапин. Потому как царапины потом сложно будет убрать при полировке. А залог хорошей полировки – это хорошая шлифовка. Шлифмашинка с 600-й наждачкой действует очень мягко и аккуратно. Она вообще позволяет исключить появление царапин, которые могут появляться при использовании обычного рулончика наждачной бумаги. Продолжаю шлифовку и периодически проверяю результат при помощи мокрого ватного диска. После того, как я прошелся по всей трубе 600-й наждачкой на шлифмашинке, я в местах стыка прохожусь тоже 600-й наждачкой, но уже вручную. После чего необходимо будет повторить все эти процедуры, но уже с 1000-й наждачкой. Также на машинке, а потом вручную в местах стыка. После того, как я закончил шлифовать на 1200 номере, я использую датское твердое масло. Оно будет помогать при полировке и также оно подчеркивает цвет. Наношу масло ватным диском достаточно тонким слоем, после чего просто убираю излишки сухим ватным диском. Хорошенько растираю масло ватным диском для того, чтобы не оставалось потеков и разводов, потому как после застывания их будет достаточно сложно удалить. Затем откладываю трубку где-то часа на 2 для того, чтобы масло высохло и затвердело. Ну а пока трубка сохнет, можно вернуться к мундштуку. Сейчас приступаю к мокрой шлифовке. В прошлый раз я остановился на 180-й губке, и теперь 600-й наждачкой по мокрому буду все это дело шлифовать. Для этого бумажку я просто складываю пополам и натягиваю между пальцами. Это позволяет шлифовать мундштук равномерно по всей его поверхности и как бы повторяя его изгибы. Таким образом продолжаем шлифовать весь мундштук. Ну а для того, чтобы подлить в галтели, просто сворачиваем наждачную бумагу. Ну а дальше все как обычно, уже по знакомому сценарию. После 600-й наждачки переходим на 1200-ю и повторяем все те же процедуры. После шлифовки переходим к полировке. Для этого я использую белый муслиновый круг и желтую финишную пасту Мизерна. Мундштук я полирую на 3000 оборотов. Не забываем периодически добавлять пасту и, конечно, нужно залазить во все самые укромные уголки, дабы там ничего не оставалось.
При полировке я немножко не дохожу до самого торца, потому что там уже полировать нужно в сборе, иначе можно замылить края. После достаточно жесткого муслина я перехожу на белые хлопковые круги. Они очень мягкие. Я использую ту же желтую пасту и продолжаю полировать. Использование таких мягких хлопковых кругов позволяет добиться очень хорошего глянца. Полировать саму трубу я тоже буду муслиновым мягким кругом белым, но уже на 1500 оборотах. И использую для этого голубую пасту средней зернистости. Также можно, например, использовать белый диалюкс. При полировке бриара необходимо использовать средний нажим и равномерно продвигаться по всей поверхности, чтобы не снять случайно лишний слой морилки. При полировке не забываем добавлять пасту периодически и продолжаем полировать, пока вся труба не станет глянцевой, без каких-либо видимых царапин. Ну и вот после первой полировки получился такой результат. Если результат вас не устраивает, то можно повторить процедуру нанесения масла и полировки еще раз. После полировки я опять использую мягкий круг на 3000 оборотов, но уже для того, чтобы нанести воск. После того, как закончил наносить воск, я использую такой же мягкий круг, но уже на 1500 оборотов, для того, чтобы добиться супер глянцевого эффекта. И вот такой результат уже после нанесения воска. Перед тем, как нанести карбонизацию, необходимо почистить внутри камеры, убрать следы воска и морилки. Для этого я использую 150 номер наждачки. Даже если вы не используете карбонизацию, все равно желательно почистить внутри камеры, так как это придает трубке законченный вид и более эстетично смотрится. Карбонизацию я наношу тонким ровным слоем, и для этого я использую коротко обрезанную кисточку. И после того, как уже труба отполирована, нанесен воск и карбонизация, можно уже поставить клеймо. Клеймо я немножко нагреваю газовой горелкой и аккуратно прокатываю руками. Что, дорогие друзья, в принципе, труба готова. Как вы видите, никаких секретов нет, все достаточно просто. Единственное, что нужно время и усидчивость. Нужно хорошенько все полировать предварительно, для того, чтобы не было никаких царапок. Труба долго сохраняла свой блеск, так сказать. Если у вас будут какие-то еще вопросы, задавайте их в любых сетях, в которых вы меня найдете, и я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Так что до новых встреч, всем пока и хороших вам трубок.